Всех приветствую на канале Майер, подписчиков, зрителей. Сегодня покажу, какие ошибки часто допускают при установке СНПЧ. И наоборот, покажу, как правильно все это смонтировать, заполнить. И если есть какие-то недочеты, как можно эти недочеты устранить. Пользуюсь я уже СНПЧ лет 10, наверное. И поделюсь с вами своим опытом. Спасибо зрителю, который мне задал этот вопрос. И появилась такая вот идея записать такое видео. Думаю, оно будет полезно не только ему, но и кому-то еще. Итак, давайте начнем. Вот у нас, значит, есть емкость, сам СНПЧ. Ну, здесь он четырехцветный, бывают разные. Вот, давайте покажу, как заполнить правильно. У нас есть сверху резиновые заглушки. Одну открываем, вторую оставляем закрытой. Теперь берем соответствующий цвет и наливаем. Далее закрываем входное отверстие, открываем воздушный отсек и устанавливаем воздушный фильтр. Видим, уровень чернил здесь находится на отметке. Воздушный отсек у нас не заполнен чернилами. Это правильно. Теперь какая ошибка? Когда заливают или подливают чернила, не закрывают при этом воздушный отсек. Мы видим, что у нас чернила одновременно заполняются, и воздушный, и чернильный отсек. Открыты оба отсека и начинают заливать. Способ, как устранить, если у вас перелились чернила в воздушный отсек. Берете трубочку, у меня вот это от системы медицинской, одеваете на воздушный фильтр и начинаете дуть. И закрываете. Все, мы видим, воздушный отсек у нас опустошился, так скажем. Выставляем емкость в рабочее положение. Устанавливаем все фильтра. Видим, здесь уровень воздушный таким образом, здесь таким образом. Следующая ошибка, если мы подсоединили к картриджу и трубки у нас не прокачаны и есть пузырьки воздуха. Чтобы устранить пузырьки воздуха, надо рядом взять какую-нибудь емкость, опустить, приподнять СНПЧ и после того, когда у нас начнут чернила здесь вытекать, одеваем. Теперь надо взять и пережать наши трубки. Следующая ошибка, это когда мы подготавливаем отверстие. Обязательно, я считаю, надо сверлить калиброванным сверлом на 3,8 мм, чтобы у нас потом в дальнейшем штуцер был плотно и не пропускал.
И для надежности я даже рекомендую помазать здесь вот каким-то герметиком и установить. Ну и самое что интересное, тут поподробнее, значит, к картриджам. Значит, устройство картриджей. Бывает два типа, самые распространенные, да, вот именно вот такого плана картриджи, там Canon, Hewlett Packard. То есть у нас вот такие наполовину заполненные, условно буду их называть памперсы, вот это наполнитель. И есть, которые занимают весь объем, то есть нормальные картриджи, полноценные, видите, да? Вот это черные, видите, в чем отличие, да? Видите отличие? Здесь полностью объем памперсом, здесь наполовину заполнен. Берем следующие цветные картриджи. И такая же ситуация. Здесь мы видим наполовину заполненный памперсом, здесь у нас полный объем. Поэтому, когда мы сверлим, мы уже можем по сверлу ощутить, значит, или потом взять каким-то предметом и через отверстие пощупать. Если вы вдруг не знаете, какой у вас картридж. Или это пробник, или нормальный картридж. Так, ну и как поступать в этом случае? Я, значит, накидал схемку. И по схемке давайте попробую вам пояснить. Вот, три способа, как подключить к СНПЧ. Первый способ, это когда у нас пробник. Вот у нас, значит, емкость, бачок этот СНПЧ, уровень чернил. И примерно на этом уровне находится в принтере у нас картриджи. Видим по линии. Вот это у меня изображены штуцера, условно. И давайте вот первый случай, как я предлагаю подключать. Первый, это у нас пробник и использовать штуцер с иглой. То есть вот эти штуцера продаются еще с иглами. Есть в продаже штуцера отдельно с иглами. Но я ссылки оставлю, мало ли кто потом на будущее может себе заказать. Все товары, все интересные я сделаю под видео. Но не в этом суть. Вот смотрите, у нас штуцер опускается и упирается в памперс. Вот таким образом. Через иголку. То есть удлиненные штуцера есть такие. Второй случай. Я предлагаю на первое время, если у нас нет игл, просто установить штуцер как есть, стандартный, но при этом заполнить полностью через отверстие чернилами, пока из отверстия не пойдут чернила, и по 2 мл шприцом с каждого отсека откачать. При этом уровень, я уже замерял, упадет в каждом бачке где-то на миллиметра 3-4. Третий способ касается полноценного картриджа. Когда у нас памперс занимает полностью весь объем, тогда я предлагаю где-то на сантиметр продавить сверлом обратной стороной или каким-то другим предметом отверстие. Через это отверстие потихоньку шприцом накачать, чтобы памперс полностью набрал чернил. После этого можно через крышку устанавливать штуцер. Все элементарно просто. И при этом, когда мы установили, все герметично, еще раз все это дело обклеили, дали все это дело высохнуть. После этого мы снимаем крокодильчик. И у нас получается, что картридж имеет низкое давление. Когда он печатает, образуется низкое давление в системе. Это сообщающие сосуды. Здесь у нас атмосферное давление. Столб воздушный давит на чернила, поддавливает.
здесь образуется высокое давление, и чтобы система уравновешивалась, чернила плавно перетекают именно, какие быстрее заканчиваются, черный, там, желтый, синий, красный, какие требуются, постепенно из системы подаются чернила. При этом у вас не будут эти картриджи течь, ну и будет все нормально функционировать. Ну и последняя ошибка тоже, к сожалению, встречается. Это когда люди, не задумываясь, берут разные чернила разных производителей и заливают, при этом не промывая систему. При смешивании этих чернил от разных производителей может выпасть осадок и, ну, в общем, засорить систему. Бывает и такое. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Если видео понравилось, обязательно поставьте палец вверх. Если тема принтеров интересна, подписывайтесь на канал, пишите мне под видео комментарии. Я с удовольствием их читаю. И если есть какие-то вопросы, отвечаю. До новых встреч. Пока, друзья.